Всем огромнейший привет! Сегодняшнее видео про то, куда я дел своих кроликов. У меня уже на канале выходило коротенькое видео, где я говорил, что кроликов в моем хозяйстве больше нет. И что я в следующем видео, в большом видео, это большое видео сегодня, расскажу, куда я их дел, куда делись мои кролики, что с ними случилось. Потому что мне и в личку стали люди писать и спрашивать: Серега, что случилось, куда дел своих кроликов и так далее, и так далее. И я решил записать вот такое большое видео, пояснение, куда я дел своих кроликов. В мое хозяйство не пришла никакая инфекция, никакая зараза. Мое хозяйство не посетило, как бы этого не хотели мои недоброжелатели, так назовем. С моими кроликами абсолютно все хорошо. Со всеми, со всеми. Все мои кролики живы, здоровы, можете об этом не переживать. Единственное, что они не находятся в моем хозяйстве. А, Но они находятся в надежных руках, я в этом уверен. Да что я хожу вокруг да около, да, не буду растягивать ролик, просто скажу, что я завязал с кроликами. Ну, все, коротко и ясно, да, я завязал с кроликами, всех кроликов я своих продал. Маточное поголовье, те, кто, ну, маточное, да, понимаете, если понимаете, о чем я говорю, это те кролики, которые, там, скажем, плодятся, да, основное поголовье, я продал, практически продал в одни руки, что не может не радовать меня. И самое хорошее, что это надежные люди. То есть я не афишировал о том, что я вот распродаю свое хозяйство, там пропиариться, что покупайте у меня. Нет, я тихо, спокойно, практически никто, там, может быть, несколько человек знали о том, что я завязываю с кролиководством, что я распродаю свое хозяйство. Основная масса моих подписчиков, моих друзей, знакомых, они не знали о том, что я распродаю хозяйство. И если они не посмотрят это видео, то они до сих пор будут думать, что у меня есть кролики. Но, как я уже повторюсь, да, все мои кролики, все маточное поголовье достались практически в одни руки. Это очень и очень хорошо. И маточное свое поголовье я еще продал, однако последнего где-то в сентябре, ну, может быть, в октябре. В октябре, да. И, ну, у меня еще оставались-то кролики, ну, по видео вы видели, да, что там были у меня кролики, но это уже так, остаточные кролики, и вот, может быть, месяц где-то назад, может быть, недели 3 назад я продал последнего кролика. И все, и вот клетки у меня пустые, можете посмотреть, здесь уже пусто. Ну, я не буду ходить по хозяйству, не буду показывать пустые клетки. Я в маленьком видео показал так немножко. Мне ну, маленько неприятно, да, вот на это все смотреть, на свои труды. И, в общем, э, как-то так. И не буду я показывать эти пустые клетки. Я их не разбираю. Не разбирая клетки, я их убираю. То есть это, ну, может быть, это кому-то о чем-то доскажет. Что хочу сказать, отвечу, вернее, да, на вопросы, которые в любом случае возникнут у вас после просмотра этого видео. Ну, по какой причине я продал, да, кроликов, расстался со своими кроликами, несмотря на то, что я их люблю, несмотря на то, что мое отношение к кроликам, да, вот я с ними расстался, да. Что вообще планирую делать дальше? Буду ли я заводить что-то, либо не буду? Ну, вообще, какие планы на будущее, да, в любом случае у вас такие вопросы возникнут. Ну и, наверное, возникнет такой вопрос, что будет с каналом, да, если у меня нет кроликов, как его вести, да, если канала кролика. Ну, давайте начнем с канала. Канал не будет закрываться, это 100%. Почему? Потому что еще много различных тем про кроликов. Я могу и снимать не только своих кроликов, но и чужих кроликов и так далее. В общем, тем много, канал закрываться не будет. Так что не спешите покидать канал. Канал будет дальше продолжать свою жизнь. Хоть и без моих кроликов, пока без моих кроликов, но все может измениться. Вот. Что планирую заводить, не заводить? Ну, кроликов в ближайшее время точно заводить не буду. Если только завести там, может быть, немного какую-то птицу, ну и то это сезонно. Я не хочу, чтобы это у меня
ну, как круглогодичная весна, осень, зима, лето и так далее, как с кроликами, да. Нет, сезон, лето, все убрал, все остальное время отдыхаешь. Причина, по которой я продал всех своих кроликов, ну, я думаю, она не может быть одной причиной. Это, скорее всего, совокупность многих причин, совокупность всех этих факторов, оно просто как-то накатилось, так скажем, снежным комом. Это не пришло спонтанно, это решение, оно длилось, она подготавливалась, это решение на протяжении там где-то полугода, может быть даже года. То есть я как бы целенаправленно к этому шел, я вроде делал шаг навстречу к этому, потом немножко отходил, потом опять делал шаг, потом опять отходил, а может быть пройдет, а может быть повезет и так далее, и так далее. И в итоге вот так вот балансировал между да и нет. То есть, как бы, либо продавать уже, либо не продавать. И вот так вот приблизительно где-то, ну, точно не помню, но где-то от полугода до года вот решение такое у меня было. И в итоге я созрел и принял такое решение, что все, до осени я должен всех распродать. Но до осени я распродал только маточное поголовье. Ну и вот мелочь у меня вот оставалась, которая, как я уже сказал, продал ну вот буквально, может месяц назад последнего. Вот, что еще? Буду ли я заводить кроликов? Возникнет еще, да, такой у вас вопрос. Буду ли я еще вообще заниматься кроликами? Меня многие просят. Самое интересное, что многие просят, когда вот сейчас я уже в последнее время, когда уже кроликов у меня нет, люди спрашивают, я говорю, да нет, я уже вот завязал. Ну, то есть не мои знакомые, а просто люди со стороны. Те люди, которым я вот недавно продал кроликов, то есть маточное поголовье, потом еще какие-то, люди все равно интересуются, все равно нет проскальзывает, и я уже завязываю с кроликами. И люди просят этого не делать, просто заводите снова, кролики у вас хорошие и так далее, что, ну, я не хочу хвастаться, но люди оставляют свои отзывы, и отзывы, наверное, там практически все они положительные. Ну, я стараюсь делать все, чтобы отзывы о моих кроликах, они были только положительные. Мы вернемся к главному вопросу. Заведу ли я кроликов вообще когда-нибудь? Ну, скажу так. Сейчас я, во-первых, отдохну от всего вот этого вот отдохну. Хотя многие скажут, как можно от кроликов устать. Ребята, можно, поверьте мне, можно от них устать. Они отнимают очень много сил, они отнимают очень много времени. Ничего не успеваешь нигде. Вот, сейчас отдохну, наберусь, так скажем, сил, все свои проблемы, там, скажем, материального характера решу, финансовое положение немножко поправлю, отдохну, соберусь с мыслями, так скажем, и не исключено, что обзаведусь новыми кроликами. То есть опять в ряды кролиководов могу, в принципе, вступить. Ну, в принципе, я вступлю, скорее всего. Поэтому, как я уже сказал ранее, не уходите с канала, потому что, возможно, да, скорее всего, вернусь. Но, опять же, не факт. Но, наверное, так вот, если по процентовке, да, 99, наверное, процентов, скорее всего, вернусь. Только когда, это уже другой вопрос. Что касается, меня спрашивали также, где вы будете брать, возьмете ли вы еще где-нибудь таких хороших кроликов, как у вас были, возьму. Есть уже некоторые наработки, протаптываю, так скажем, тропинку к людям за хорошими кроликами. На этом все, друзья. Повторюсь, не уходите с канала. На канале будут также ролики и о кроликах. Может быть, еще не о кроликах. Также вам похвастаюсь. Возможно, когда заведу птицу, также буду выкладывать немножко ролики про птицу. Так скажем, разбавим контент. На этом все, друзья. Пока-пока.